Я в шоке. Ничего себе мы заказали. У нас такой бардак вокруг, ну потому что мы болеем и переезжаем. Ну и у нас всегда такой бардак. Этот гробик едет обратно. Что здесь происходит? Нет, я на больничном. Но на самом деле у меня настроение отличное, потому что я выгуливаю чупсик, он грызет палочки. Смотрите, как балдеет на травке вообще. Это последние дни в этом дворе. Опять сейчас скажут, что мы жалуемся. Я говорю, свет в этой квартире не очень, а квартира находится в Польше, и свет находится в Польше, и вообще получается, что мы не любим Польшу. Смешно было читать, что нам все не нравится, хотя мы сидим, кайфуем, ходим, Вообще кайфуем тут. сняли квартиру, кайфуем, едим, кайфуем, ну, ездим отдыхать, Да. кайфуем. А мы с Сашей ржем уже 3 минуты. Саша говорит, вот это мы оптовики. Вот стань, Саша, покажи, какую коробку мы заказали. А Саша на секунду почти 2 метра ростом. Ой, я в шоке. Ничего себе мы заказали. Ну, тут в основном Сашина обувь и одна моя сумка. Так-то. Я в шоке. Ну что, распаковка? Пока Сашка будет распаковываться, я, наверное, расскажу, что я на больничном. Представляете, у меня сегодня... У меня каждый день был хуже кашель. Но именно сегодня, вот когда я принимала позицию лежа, я не спала всю ночь, потому что у меня так чесало горло. Оно не только у меня чесалось, оно у меня... Я аж задыхалась от кашля. Было вот такое состояние, и я сегодня параллельно была. То есть всю ночь я сидела, смотрела в телефоне, просто на диване. Ну и под утро мне удалось как-то уснуть. Я пила горячий шоколад, хотела сказать, горячее молоко с медом. Вот. И мне дали больничный. И прописали кучу лекарств. Слушай, это гробик какой-то. Такого я не ожидала. Сашка заказывал себе кучу обуви. Ну, естественно, на примерку что-то оставить, что-то сдать. Но мы не ожидали этот гробик увидеть. А еще моя сумка. Почему тут так упакована некрасиво? А это что за огромное? А это что? Это ты сам заказал, уже не помнишь. Подожди, А ты заказал 4 или 5? Я вот 2 вот этого бренда заказал. Или это вот вторая? Может. Давай открывай. Блин. И мне вот прописали вот таких дорогущих лекарств. Блин, за все я отдала, вот за 3 упаковочки я отдала, знаете сколько? 65 злотых, пипец. Так, какая-то сумка от Сантини, какая-то итальянская кожа, там рожа. Кожа-рожа, но надеюсь, что будет классно, потому что, ну, отзывы, потому что я на сайте посмотрела, там сумки дорогие. А тут скидка была 70% на нее. Я решила попробовать. Ну, я потом раскрою. У нас такой бардак вокруг, ну, потому что мы болеем и переезжаем. Ну, и у нас всегда такой бардак. Ну, Короче, я хотела показать сумку. А то классная, Саша? Да. Она выглядит на 1000 баксов. Надо вот раскрыть. Раскрываем. Кожа такая, мне кажется, она очень легко может остается. поцарапаться. Не, ну я ее хочу оставить, нет? Я ее купила по скидке, и так она мне 400 злотых, получается, да? Это меньше, наверное. А, может, меньше. Блин, хоть бы не царапнуть. Ребят, такая кожа гладкая, как теленка какого-то. Ну. Это заламинированная. Да. Но это точно кожа 100%. Там написано было на сайте. Это, наверное, самая большая... Ой, самая дорогая покупка именно сумки. Ну, не факт. У меня не было за 400 злотых еще сумки. Почему 400? А сколько со она? скидкой было меньше. Ну, слава богу, то за 400 как. Ну, Я бы, конечно, хотела за 1000. Растут мои эти предпочтения сумочные. Блин, такая красивая. Ладно, давайте я открою. Я такая буду идти, такая открываю свою, кто он там, Сантини. Открываю свою Сантини. У меня тут замочек элегантской файны. Мне даже пыльник дали. И, блин, тут такая кожа приятная внутри. Какая-то Флоренция. Какая-то Италия. Она еще и вместительная. А знаете, как я все время хожу с сумками в магазин, в Lidl? Сейчас, наверное, будем ходить. О, блин, какая приятная внутренность. Такое чисто, такое качество, ребята.
Это не Guess, конечно. Ну вот Guess, моя сумка стоила Guess 300 злотых. Ну, 300 Ну, 300 там злотых. с чем-то. И она... О, какой 300 тут карман 40. глубокий, ну. И вот сумка Guess, она не такая, конечно. Ну, плюс... А, тут нету замочка. И плюс Guess не кожа рожа. Мгм. А тут, извините, кожа рожа. Классно. Да. Я такая прям дамочка, нет? Такая итальянская дамочка. Ладно, давайте уже быстрее раскрывать Сашу. Там поинтереснее, конечно. Начнем с этой коробки. Сашка заметил, что она уже покоцанная, подклеенная. Типа возвращали уже много раз. Ну, это очень дорогая обувь. Хаммерштайн. Угу. Ее много раз возвращали. Смотри. Мгм. Уже и носили. И мы возвращаем. А я просто М. взял, как Блин, будто ну размеры и стоят вот. огроменные. Она сильно покоцанная, нет? Ну, подошва чистая. Но... Мгм. Посмотрим. И либо это... Подожди, либо это Не, можно бывает, почистить. бывает у но... замши такие. Это же замша. Момент. Блин, ну она красивая, эта обувь. Очень. Но меня смущают вот эти потертости. Но это из-за замши, ну может быть. Может, если пройти щеткой, то не так видно. А удобнее твой размер. Ну, она типа замша же такая. Ну, Да. размер как будто чуть великоват. А, великовато. Не, ну великовато Ну, тоже такая, нехорошо. Ручная работа. Ну да, написано типа ручная работа. Но наш любимый сайт Best Secret, мы там уже заказали. Ну, мы первый раз заказали такой огромный коробку, ну гробик какой-то. Мгм. Большие, ну. Большие. Не, ну большие это тоже плохо. Ну, я их больше так, посмотреть, как выглядит ручная работа. А, Комфорт сомнительный. Ну, как-то вот левая нога прям. м. Да и мне этот стиль не особо-то нужен, как бы. А сколько они стоят? Подожди, сколько стоят? Со всеми скидками где-то 420, А, нифига себе, 100 евро. 100 евро. Хорошо, возвращаем. Следующие Тимберленды. О, коробка такая прикольная. Так, ну, выглядит многообещающе. О, вот эти мне прям Тут даже, нравятся, Ну, нет? тут прикольное сочетание Ну, вот эти замши и такой грубой ткани. Да. Вот эти прям... Ой, чупсику Но понравились. Дай не понюхать, слишком дай ли понюхать. такие грубые? Мне не нравится, а тебе? Ну, это внешне я- классно. Дай чупсику понюхать. Он же сказал, дай понюхать. Вкусно пахнет. Такая чипс такой шнуровка, сладкий. конечно. А там только шнуровка, там нету сбоку Не. застежки такой. Ну ладно, меряем. Так, Сашка завязал везде, что они те большие. Ну, Но они классные. Чупсик. Лучший зритель. Короче, Сашка эти тоже бракует. сейчас нет, Потому что неудобно там клапан попадает на косточку, больно ходить. Короче, следующими. Ты даже еще не начал ходить, а просто No. сказал. Но они мне нравятся. Но Саша сказала ему средние. На вид, не, прикольные, но... Я бы себе такие купила зимние. Итак, следующий лот. Мне уже что-то не нравится. Эта тенденция ничего не нравится. Осталось всего 2 коробки. Ну, Или 3. поэтому я как бы заранее ищу, типа, понравится, не понравится. Ну, Сашка ищет такие Потому что зимние. размеры могут улетать. Кстати, вот эти, наверное, в 2 размерах будут. Вот эти, наверное, выглядят На вид? лучше всего. А, это кто? Не Тимберленд. Палладиум. Они прям... А, нет, это 43-й, то есть 45-й будет вообще. Наверное, мне вся обувь, что ты заказал, мне Вот понравилась. это прям очень прикольно. Ну, Я ну только вот первая ради них была в не основном очень. начинал заказ. Так, ладно, меряем. Что, даже открывать нет смысла. Сашка сказал, не маленький. Но все равно надо чуть-чуть пройти, чтобы понять. На камере очень яркий цвет, как будто желтый. Но на самом деле они такой цвет нубук. Я спросила, что это за фирма, а Сашка говорит, какая-то французская. Я Ну, никогда не это слышала. супер известно. Супер бренд тренд. Ну, это в основном такие больше Мне кажется, вот эти- берцевые. Лучше всего. Ну, хотя вот сейчас бы, наверное, полразмерчик это в Побольше. пальцах не помешало. Ну, значит, маловато. И еще одна обувь. Ну, большие, наверное. Большие. Тоже Тимберленды. Ну, Не, ну такие так затягивает, это ж не туфли. Это топсайдеры. Топсайдеры. Ну, Но они мне не очень понравились. Как-то странно, они не знаю. огромные. Че огромные, Выпадают. десяток. Ну. Короче, получается, мы все возвращаем, кроме моей сумки, Саш. Ну,
Как вернуть? Я не знаю. Это большая Не, проблема. ну, прикольно, ну кожа такая мягкая. Так что нет, Ребзи. Все возвращаем. Этот гробик едет обратно. Что здесь происходит? Ребята, это вот все, что я вам сейчас показала, это все на выброс. Ну, кроме вот этих коробок, это машинные всякие дела. Чупика мы тоже оставляем. Даже не знаю, мне стыдно, но я покажу этот бардак. Это полностью Чупина полка. Тут еще все барахло, просто кошмар. И тут барахло. Ну ладно, стыдно, не стыдно, все равно. Есть жизнь как жизнь. Жизнь есть такая вот в барахле у нас. Тут еще наверху. Ну, короче, мы собираем вещи, потиху что-то выбрасываем. И оказывается, что нам нужно выбросить огромное количество всего. Особенно коробки. К чему мы их хранили, одному богу известно. Я не знаю, зачем. Вот коробки от New Balance. Вряд ли мы будем перепродавать. Ну, ладно, первое время мы их там похоронили. Можно было выкинуть эти коробки. Нет, они же у нас лежали под кроватью. Коробка в коробке. Коробка в коробке. Ну да. Потом вот тут я еще, знаете, мы вот так сломали коробки, чтобы вместить вот в этот мешок. Тоже от разной техники. Даже видно отпариватель. Ну, просто от разных, я не знаю, часы. Все, что мы покупали, все сюда. Потом тут мы пластик закинули, это тоже выкидывать. Это вообще коробка от Чупиной клетки. Мы подумали, ну вот это вот точно вот смысл хранить, коробка от Чупиной клетки. Ну и вещи, которые мы тоже хранили на случай того, что мы хотели это вывести в H&M и сдать. Там же, знаете, ресайклинг вещей. Мы, короче, долго собрались, полгода, видимо, собрались. Машина не собралась, и мы... Но мы думали, будет машина, мы в машину все погрузим и завезем в H&M. Ну, короче, это не удалось у нас, и мы решили это просто все выбросить, потому что нет смысла это перевозить на следующую квартиру. Вот так это все выглядит. Но это мы не выкидываем, это мы оставляем. Тут еще коробка в коробке. Тут тоже вот коробка пустая, но в этой коробке мы будем что-нибудь перевозить. Это надо возврат сделать. Вот эти коробки оставляем, потому что тут еще гарантия. Потом, что у нас здесь? Ну, это от айфона тоже оставляем. Может, я тоже буду продавать. iPhone, это мы точно будем продавать, вот этот телефон. И эти часы будем продавать, попробуем. Вот. Тут еще чаек пьем. Разговаривали с Натальей Осиной, Сашиной мамой. Рыбка у нас есть сушеная, то мы доедим. И немножко через. Ну, еще мы купили вчера 2,5 килограмма. И еще у нас целый пакет есть. В общем-то, вот так вот мы собираемся. Это тоже мы выбрасываем, этот половик. Но Чупи обожает на нем спать. Но Чупи все равно, ему лишь бы был какой-то половик. Он вот любит лежать на половиках. На голом полу он редко лежит. Вот, надо будет ему купить половик. Ну, короче, вот такие новости с полей. Хочу еще вам рассказать про смешную очень ситуацию. Были, короче, недавно в Росмане скидки на капсулы для замыварки. Блин, у меня она подтекает. И, в общем-то, мы купили аж 200 штук. У нас есть такая вот большая коробка, мы тут храним. Представляете, а в нашей же квартире в следующей не будет замыварки. Мы как бы думали, рассчитывали, что нет, ну, тут такое уже не существует, чтобы не было замыварки. Еще и высыпали все. Да, кроме одной. Оставили одну. Короче, будем раздавать капсулы. Вот эту мы, может, попробуем продать, она все-таки целая. А вот эти 100 штук попробуем кому-нибудь предложить. Может, кто-то возьмет. Тут просто коробка от старых этих капсул, а тут вот такие 3 в одном. Обидно пипец. Вот оно, скупой платит дважды. Вышла погулять с Чупсиком. Сегодня, кстати, понедельник. Я на больничном. Чупино. Но все из-за этого кашля. У меня какая-то инфекция. И это не просто кашель, знаете, который проходит там через пару дней. Ну, Чупик. А все-таки он уже больше недели. И такой, знаете, кашель с такой атакой. И мне придется пить антибиотик. Вот я сегодня пойду покупать этот антибиотик. Тут, кстати, в Польше антибиотики сам по себе ты не пойдешь так вот не купишь. Хотя я знаю, что в Беларуси тоже можно купить антибиотики, только такие какие-то легкие, сам по себе вот ты идешь.
А такие уже более серьезные, наверное, нужно рецепт врача. Ну тут ты вообще никаких не купишь, только нужен рецепт врача. Вот как раз у меня есть рецепт на антибиотики. К сожалению, я не хотела его пить, потому что, не знаю, эти антибиотики убивают все, и плюс еще антибиотик убивает всю инфекцию и убивает еще и полезные микробы, все убивает. Поэтому я обязательно буду пить дальше пробиотики. Ну, по этой причине я не особо хотела пить антибиотики, думала, что все пройдет. Но на самом деле, вот у меня мама болела с таким кашлем, это какая-то инфекция, типа, знаете, ковида. Новая какая-то инфекция. Я почему-то реально так считаю, что у людей не проходит кашель. Много кто уже с этим сталкивается. На работе у меня тоже девушка тоже так заболела. И там вот Виталик рассказывал, что у него на работе тоже там так болеют. Это реально какая-то гортанная инфекция, я не знаю, горловая. У меня, то есть это не просто, знаете, когда горло болит, и ты даже не кашляешь, бывает. А тут именно кашель такой, что когда я ложусь на подушку, я, кстати, уже который день не сплю головой на подушке, потому что когда я кладу голову на подушку, то есть я ложусь, принимаю такое горизонтальное положение на кровати, все меня душит, вот здесь вот что-то перекрывается, и я начинаю очень сильно кашлять. Поэтому я сплю вот так вот, знаете, в таком, как буква Г такая, вот в таком положении я сплю, и тогда мне полегче. Вот, поэтому нет смысла уже эту инфекцию там размножать, если ничего не помогает, никакие таблетки, обычные там, знаете, рассасывающие, то, что мне прописали, ничего не помогает, поэтому, пойду сегодня покупать антибиотик. Но на самом деле у меня настроение отличное, потому что я выгуливаю чупсик, он грызет палочки, смотрите, как балдеет на травке, вообще. Последние его дни на травке. У нас тут последние дни в этом дворе. Даже я немножко скучаю, потому что это очень хороший двор, тут классно, где есть с чупсиком погулять, тут уже все больше и больше открываются каких-то заведений, планируется открываться какие-то заведения, но я всегда какие-то новшества, что-то в своей жизни принимаю с радостью, потому что мне кажется, что дальше будет еще что-то интереснее, лучше. С чупсиком мы тоже найдем, где гулять, там тоже нормальный двор. Вот, немножко. Просто тут, знаете, 3 года мы же прожили. И все, вот этот район прям на наших глазах рос, развивался. И этот район классный, мне нравится. Но дальше будет что-то еще интереснее и лучше, наверняка. Чупсик, ты еще долго будешь палку свою грызть? Вот он любит палки эти грызть. Вы не представляете, он уничтожает любую игрушку за 20 минут. Все уничтожает. Рвет, грызет. Наверное, все так собаки делают. Или только наш чупик. Я думаю, все. Посмотрите, какая поза классная. О, лапки разложил. Уничтожил всю палочку. Держит палочку вот так 2 лапками. И грызет. Грызун. Долго еще будем? Мне еще в аптеку надо. Я считаю, что нам очень повезло сюда попасть сразу, именно в этот район, что мы именно здесь квартиру купили, потому что мы знаем тут всех соседей благодаря чупсику, потому что тут почти у всех есть собаки, мы ходим вечером, выгуливаемся там вот на площадку, и все собаки, они примерно чупиного роста, такие вот маленькие, и поэтому мы как бы всех и знаем. Они там гуляют, и бывает там, не знаю, штук 8 собак выходят, они друг друга, знаете, там играются, что-то какие-то свои собачьи дела делают, и хозяева между собой общаются. Вот вам способ выучить польский. Не будет шанса, придется разговаривать с хозяевами собак. Вот немножко и подучить польский можно. Пока я видео записывала, из большой палочки получился маленький огрызок. Все огрызки. Ну что, чупси, пошли. Все, бегом, быстро. Встал, пошел. Давай. Чтобы привести в чувство собаку, ты разбаловался. Я его положила ему на лапку вкусняшку. И говорю, ждать. Нельзя. Ждать. Вот. Он у нас иногда очень даже воспитанный. Можно.
Давай, Жирюнькой. Все, давай вниз. Давай. Молодец. Вот сейчас прогуливался охранник. Тут есть охранники, и они прогуливаются. И вот один из них прогуливался, и Чупи его видел, потому что он знает всех охранников, он же ко всем подбегает. И такой, знаете, он играется с этим охранником, прыгает вокруг него, Чупи же прыгун, прыгает вокруг него, такой радуется, здоровается. И охранник спрашивает, а сколько ему месяцев? И у нас постоянно, кто, ну, еще только вот первый раз видит собаку нашу, спрашивает про сколько ему месяцев. Многие думают, что ой, он еще вот как будто там, не знаю, до года. Потому что, ну, это же миниатюрный пудель, они маленькие. Ой, сожрун. Так, сожрал какую-то ягоду. Ну, а Чупи. И получается, да, что многие думают, что он малыш. А он уже давно не малыш, он уже почти дед старый, он уже подросток. Мы же в этот район попали сразу после Минска, приехали сюда. И после Минска, ну в Минске не было таких классных районов, конечно же, как тут. И впечатления были классные, когда ты уже живешь 3 года в Польше, тут столько этих классных районов, что, конечно, я, наверное, не сильно буду скучать. Ну, может, когда-нибудь и приедем посмотреть, что тут изменилось, но прям скучать вряд ли я буду. Добрый вечер. Блин, свет тут, конечно, у нас в этой квартире не очень. Ну, еще. Опять сейчас скажут, что мы жалуемся. Я говорю, свет в этой квартире не очень, а квартира находится в Польше, и свет находится в Польше, и вообще получается, что мы не любим Польшу. Блин, мы сейчас начитались комментарии под последним видео. Так классно, когда видео не залетает, и никто не приходит чужой, а как бы все смотрят постоянные зрители, и они как бы, ну, в курсе, что... Короче, не хейтят нас. А тут реально захейтили, блин, за то, что мы сказали, что тайский суп, тайский, не польский, но тайский суп, Тайский. который находится в Польше, мы захейтили, но мы сказали, что он нам не очень понравился. Вьетнамский. А, он вообще вьетнамский, блин, потому что он находится в Польше. Наверное, удивит комментаторов, но в ресторане, где мы были, в этом заведении, вообще мало кто говорит на польском. Ну, из Все сотрудников говорят, да. никто, там поляков нету, как Ну. бы, только местонахождение в Лоди. там Захотели используют. нас за этот суп. Я вообще включилась для того, чтобы показать, что мы, ну, перерываем. Я хотела показать, что я буду собирать вещи. Потому что, мне кажется, это интересно. Ну, Ну, в не так общем-то. интересно, как читать комментарии. Нет, ну вообще, блин, ребята, я вообще как бы, ну, в Африке. Нет, Слава. одно дело... Нет, даже Не, не ну так. захейтить за суп. Хорошо, не, а за бюрократию? Как бы поляки в восторге от работы ужондов? Что-то я не слышал положительных отзывов. Ладно, А если это говорим мы, то Ну это да. сразу негатив. просто мы сказали, мы тут живем 3 года. А, еще сказали, что вообще убирайтесь отсюда. Вы не говорите на польском, вы говорите на русском. Мы говорим на русском только вдвоем вместе с тобой. Когда мы встречаемся с друзьями, кто говорит с нами на русском. Все остальные места, ребят, мы живем в Польше, где говорят на польском. Мы 3 года работаем Нет, тут мы- на работе. Ну, мы сколько В делали? польскоговорящей Я сдал фирме. на права, мы Да. сколько раз там делали в Ужондах дела. Мгм. Машину купили через поляков, зарегистрировали в Ужонде через поляков. Ну, мы польского ж не знаем. Да. Я лично работаю 3 года в польской компании, у нас там, ну, в польском клинике. У нас там кто-то русский, раз-два и обчелся, ребят. Ну, все остальные польские. На каком, вы думаете, я общаюсь языке? Не, ну я не то, что говорю, ребят, я, наверное, больше обращаюсь к хейтерам. К хейтерам больше обращаюсь. А Саша, он-то вообще, блин, на польском тоже у него фирма. На польском, на английском. И мы реально решаем все дела на польском. Но это ладно, это первый момент. Мы знаем Так мы квартиру польский. сняли без агентства. Тоже Ну. не на английском. И это не на русском. доказательство, что... Ну, понятно, что мы YouTube ведем на русский, потому что на русском языке, потому что нас смотрят, ну, в основном русскоговорящие. Это, наверное, люди, переехавшие из Беларуси, из России, из Украины, я не знаю. Ну, нас смотрят и и те, которые живут в Польше, поляки нас смотрят. Они, наверное, просто знают русский язык или там по субтитрам. Но захейтить за суп? Это, конечно, вообще... Я не ожидала, да?
Раньше видео набирало там меньше 1000 просмотров. Все файне, элегантно, все писали, ой, такие классные ребятушки, ля-ля-ля, тополя. Тут, блин, набрало, первый раз в жизни видео набрало 2600, все, сразу спердоливайте отсюда, вам ничего не нравится. Мы сказали, мы и говорим это часто, и мы действительно говорим, что здесь очень сложно с документами, правда, тут очень долго ждешь очереди. Помимо очереди еще тебе какой-нибудь нагоняй дадут, еще что-то не так что-то принес, не туда показал, надо другую вообще бумажку было принести вместо этой и так далее. Да все это знают, Сашка. Так у меня коллега поляк сам говорит, в шоке, жена паспорт не может новый сделать, жена полька, то есть с рождения. Паспорт сделать они не могут записаться ни во Вроцлаве у себя, ни там в какой-то деревне, везде невозможно записаться. Но при этом мы должны хвалить бюрократию. И тем более, что нас хейтить? Вот смотрите, мы приехали сюда, мы не жили ни на пособие, ни на какое-то. Мы сразу начали... Саша вообще через месяц нашел работу. Но я где-то через полгода. Спасибо, кстати, моему работодателю. Он вообще, благодаря ему я работаю. Я вообще ему буду благодарна всю жизнь. И он поляк. Я же не говорила. И вообще, мы никогда в жизни ни в одной стране мира не нарушали права какие-то, не обзывались. Мы вообще ни в одной стране мира даже бумажку не выкинули. Куда-то так на улице всегда все в мусорке. Мы сегрегацию делаем. У нас 17 000 пакетов на эту сегрегацию. И вы говорите, что мы не уважаем Польшу. Бред какой-то. Изначально само какой-то, не знаю, как аргумент смешно, что приехали, все нравилось, а сейчас не нравится. Если мы что-то не указываем или не рассказываем. Смешно было читать, что нам все не нравится, хотя мы сидим, кайфуем, ходим, вообще кайфуем тут сняли живём. квартиру, кайфуем, едим, кайфуем, едем отдыхать, кайфуем. Сказали 2 раза что-то не понравилось, все, вам все не нравится. И, конечно, меня это взбесило. Вообще, мы сидим, читаем, и комментарии все идут. И из Беларуси еще кто-то пишет, еще написали, что раньше я говорила, что здесь все для людей. Тут реально все для людей. В Европе все для людей. Все для людей, если я этого не говорю. И вообще, я люблю Беларусь. Беларусь я люблю, потому что это моя страна, я там выросла. Саша тоже ее любит. Там наши родственники, мы никогда в жизни не будем ничего говорить плохого про Беларусь. Каким бы там... что бы там ни происходило. Там наши родственники. Это все, это заключительный факт. Даже если мы что-то думаем, мы никогда в жизни ничего не скажем на камеру. Там наши родственники, и все. Это конец этому предложению. Короче, надо заключить наши мысли в один, как это сказать? Сашка? Подсумование. Не знаю. Подсумование, так. Мы любим Беларусь, мы любим Польшу, мы вообще люди мира. Мы ездим в путешествия, радуемся всему, что видим. Если есть минусы, почему бы не рассказать о них, чтобы и другие знали, например. Мы же не обижаем никаких поляков. Мы никогда не выставили не то что видео, мы даже в жизни никогда никому не нахамили. Вы на нас посмотрите, нам быстрее нахамят и спердоливать скажут, чем мы кому-то. Так что все, живем дружно, не ругаемся и не хейтим нас. За что нас хейтить, блин? Все, поговорили, а теперь, наверное, будем продолжать собирать вещи, да? И Сашка вспомнил самое главное подсумование, или как ты там сказала? Что, говори. Вообще важно, и приятно, что нашлись люди, поляки, которые в комментариях даже защищали. Видно, что не включили первое видео, а уже видели, что мы в целом адекватные, все, видно, когда ты живешь в стране и уважаешь все в этой стране, а не просто... я просто не понимаю, с чего кто-то подумал и написал что такие комментарии, что нам все не нравится. Сначала мы приехали, нам все понравилось, а потом мы стали говорить... просто когда мы приехали, с документами не было. У нас была мы виза. рассказывали, что мы проходим, какие там этапы открыть. Этапы же разные бывают. Мы тоже говорили, какие есть плюсы, минусы везде. Вот смотрите, мы стали делать карту побыта, мы долго ждали этих документов, долго ждали очереди, чтобы подать эти документы, и мы об этом говорили, и это это реально же, немножко проблема. Немножко это
ну, мы находимся, получается, без документов. Ну, представляете, как мы нервничали? Мы находимся без документов, в таком подвешенном состоянии. А вдруг нам не дадут карту побыта? Нам придется куда-то уезжать или еще что-то. Если бы мы хотели куда-то уехать, ну, мы, может быть, и варианты уехали бы были. куда-то, да. А мы же остались в Польше, потому что нам нравится Польша. У нас, блин, Чупи поляк. Это тоже аргумент. Гей? Ну и, короче, спасибо Тем, тем, кто защищал. Реально На защиту следит амбразуру. за каналом Ну и что? готов защищать Да. справедливость. Так что все. Спасибо огромное. Продолжаем собирать вещи. План действий у нас такой. В пятницу у нас будет устанавливать интернет на новой квартире, получается. И мы должны будем приехать рано утром, в 9 утра. Они приезжают делать нам интернет. И мы так подумали, что до приезда человека, который будет нам делать интернет, мы приедем пораньше, где-то, может, на минут 20, походим там по квартире, потому что мы даже сами самостоятельно там не ходили. И заодно перевезем вещи в чемодане, потому что дальше вечером в пятницу приедет наш друг на машине, и он нам поможет перевозить вещи. Поможет потом еще вечером в субботу. То есть мы будем перевозить 2 дня. И мы уже так планируем, Саша, что в субботу мы уже останемся там ночевать. Вот у нас такие планы. Поэтому я уже... А сегодня среда вечер, и потихонечку будем собирать вещи. Ну, поехали. Погнали. Плюс я еще болею, но самый прикол, что когда мы еще приедем в пятницу туда на квартиру, там нас уже ждут посылки, потому что мы уже туда заказали... Ну, короче, вещи для дома. Мы сказали, потом будем делать распаковку. Мне кажется, все эти видео будут огромными. Либо я их буду делить... Я и Саша, мы будем делить на какие-то небольшие части, типа по 35 минут, по 40, не знаю, ну, небольшие части. Не, ну, в 15 минут не влезет ролики. Поэтому будем смотреть. Мне просто хочется почему-то по максимуму все заснять, а там как идет, ребята. Ну все, наговорила, поехали. И сегодня у меня по плану вот этот наш небольшой шкафчик. Он реально небольшой. Сами видите, мы 3 года вмещались в этот шкаф. Я, в принципе, открою и покажу, что там. На первый взгляд кажется, что здесь беспорядок, но у нас тут очень даже все структурированный порядок. Здесь зимние, осенние вещи в этом пакете. Вот это вот одеяло теплое. Там всякие наши пижамы, полотенца. Здесь нижнее белье. Здесь у нас вот в этом ряду, вот в этом вот ряду вещи, которые лучше не вешать, а складывать. Ну, короче, вот так. Мы жили, живем. Мне кажется, у нас много вещей, но, с другой стороны, мы переезжаем, а там большие шкафы, и там, мне кажется, что когда развесишь все, то их окажется мало. Поэтому мы еще сделали заказ одежды. Естественно, как обычно. В общем-то, буду вот его разбирать и буду заматывать потихоньку в одежду Сашкин бар, ребят. Это самая малая часть, что я сюда принесла. Но самое главное обеспечить вот такие вот бутылки. Я, честно говоря, даже не знаю, что это. Вот это все закрытое. Саша делает с этими коктейли какие-то себе. А вот это пиво. Ну, это в банках. Может, не буду уже заворачивать. Может, так завезем. А это хочу завернуть в одежду и в чемодан закрыть. И это закрытые бутылки. А еще куча открытых. Вот здесь остальная часть открытых банок. Ну, там вы увидите, может. Я тоже не знаю, что это. Я это не пью, только Сашка пьет. Сашка пьет, пусть он это и собирает. Ну, нет смысла открытые банки в чемодан вкладывать. Еще откроется, разольется и будут вещи пахнуть алкоголем. Ну, и вот здесь еще есть. Вот это набор барменский. Тут у Саши тоже надо будет сложить. И все остальное, там осталось пиво. А, еще какая-то пустая бутылка. Он там что-то смешивает в этой бутылке. Да, Чупсик. Чупсик пришел, нервничает. А, еще и там каша, я вижу. Каша, блин, ребят, настолько много вещей. Это всего лишь пару полочек. Я в шоке. И собирать вот в эти чемоданы. И в этих чемоданах, получается, на автобусе мы... Вот с этими чемоданами на автобусе мы поедем в пятницу утром туда, на хату. Чупсик немного нервничает, он не понимает, что происходит, почему мы собираем чемодан. Ну что, небольшой отчет. Собрала 2 чемодана.
И вот что осталось. Пустые полки. Представляете, это практически все влезло в наши чемоданы. Осталось только... Ну, это мы уже отдельно. Тут, кстати, моя новая сумка лежит. Это верхняя одежда, она не влезла. Но мы ее так, наверное, перевезем. Мой халат. Это я оставила, потому что мы еще тут пару дней. Это тут домашние вещи. Такие майки оставила. Вот, там уже все пусто. Ну, тут, ну, в общем-то, в принципе, вот это все влезло. 2 маленьких шкафа, но у нас там еще надо вот это перебирать. Но уже поздно, я уже сегодня не буду. В этих ящиках тоже много чего хранится. Вот, закрываем. Ну и все, на сегодня все. Сборы полным ходом. Это мы завозим завтра. Мы, представляете, на мусорке у нас кто-то, наверное, переезжал и оставили вот такие идеальные коробки для переезда на мусорку. Ну, они, наверное, сами переехали, но я так думаю, так представляю. И мы, конечно, воспользовались этим моментом и тоже взяли такие коробки. Одну мы уже полностью упаковали. Вот сейчас вторую будем упаковывать. Вот это наша коробка. Тут классно, мы когда-то купили икеевские ящики. Покажешь? Вот такие вот коробки для... Их 4 штуки в комплекте продаются для обуви. Они очень классные. Сашка туда запихнул нашу обувь. И вот так же будем ее и хранить. Очень круто. Коробки эти cool. Но самое интересное, ребят, что когда-то давным-давно, ну, много времени я собирала этот пакет. А в этом пакете мои пустые баночки. Потому что моя любимая рубрика на YouTube — пустые баночки. И Сашка говорит: я сейчас это все выкину. Я говорю: нет, я еще не засняла. Я постоянно забывала про это. Сейчас, думаю, быстренько вам покажу, потому что зря я собирала этот пакет. Покажу рубрика «Пустые баночки». Моя любимая рубрика на YouTube. Вот вам кажется, что это глупости какие-то, а я вам говорю, что не глупости, потому что всегда можно услышать какое-то чужое мнение по поводу того, какого-то там продукта. И, возможно, вы думали, купить, не купить, а я вам скажу, например, что это не очень, мне не понравилось, и вы уже будете сомневаться. Но все равно решайте сами, никого не слушайте, решайте всегда сами. Не ведитесь ни на чье мнение, да, Сашка? Сашка никогда не ведется, только на мое. Я, кстати, сегодня была у ортодонта, надеюсь, тут хорошее освещение, и сделала себе, поставила, видите, новые резинки розовые. Классные, я тоже знаю. Ой, ребята, ну мне там натянуло эти зубы, вот тут задние, опять. Они мне так болят. Ну ничего страшного, это на самом деле после вот натягивания, подкручивания, вот этих всех ортодонтических вещей, штук, болят зубы только первые 2-3 дня, потом уже перестают, и зубы как-то сами по себе там сходятся, расходятся, и со временем, через неделю тебе вообще становится очень комфортно, привыкаешь ко всему на самом деле. Вот, наверное, вообще организм человеческий, он такой умный, даже когда вырываешь зуб, сначала кажется: боже, это такой ужас, как я буду жить, а потом все организм так файне, элегантно все делает, что ты потом думаешь: боже, как будто организм всегда справляется без помощи человека, без каких-то таблеток и так далее. Поняли мой посыл, мой месседж? Короче, показываю, чем пользовалась. Я быстро буду говорить. Вот эта маска, я, наверное, ее покупала 2 раза. Вот эту маску, она мне очень понравилась. Она делает такие мягкие волосы и очень вкусно пахнет. Мне нравится именно вот эта зеленая баночка с алоэ. Пахнет вообще офигенски. Волосы после нее мои, вот эти вот волосы, вот эти мои, я имею в виду, что после кератина, они всегда очень мягкие. Я покупала несколько раз, но потом перешла на другой, потому что я люблю всякое тестить. Короче, на тесте у меня дальше следующий бальзам для волос. И вот это вообще ничего не делает, просто фигня, добила. Крем от Рен. Очень классно, офигенский. И мне нравится, что такая помпа. Там уже ничего нету. Очень крутой. Жирненький, увлажняет. У меня не было ни осыпаний никаких. Ну, крутая. Я бы повторила. Я покупала на скидке в Sephora. Я бы повторила. Такая, в Росмане покупала такую мицеллярную воду. Все добила до самого конца, потому что я люблю, чтобы не оставалось ни капелюшечки. Это у меня мицеллярная вода, купила в Росмане. Просто мицеллярная вода, но она воняет отвратительно. Я не знаю, как бабушкины старые такие духи, которые простояли
17 тысяч веков. И такие, знаете, уже тухлые немножко. Вот этим пахнет. Вот эта умывалка. Вообще классная. Такой нежный-нежный гель. Такой немножко жидкий. Она не пенится, ничего, но она так идеально смывает все с лица. Innisfree. Тоже покупала в Сефоре на скидке. Мне очень понравилось. Это мой любимый аромат в Rituals. Я в сумку ложу. Клала раньше вот такую и носила. Это просто мист такой для волос, для тела. Мне очень нравится именно вот этот красный запах. Вот, ну, короче, закончилась. У меня еще одна есть. Маленькая. Или две даже маленьких. Я покупаю, потому что мне нравится в сумке их закидывать. Закончилась, мне нравится, но дорого. Мне кажется, что выгоднее покупать от Victoria's Secret. У меня тоже есть. Но там, я не знаю, что второй год. Не, ну не второй год уже целый. Я им практически каждый день пользуюсь. И оно все не заканчивается. Потом вот это масло для волос мне понравилось. Я буду повторять, оно закончилось. Я забыла купить. Мне понравилось. О, вот это Банди. Я, кстати, увидела польской блогерши, что она рассказывает вот про эту фирму, про Банди. Она продается в ХБ. Тоже такая классная линейка. Мне понравилось, но мне не хватило жирности. Я бы повторила. Мне не хватило жирности, он более такой легкий, вальный. Я бы, как уже сказала, повторила бы. Потому что мне нравится вот эта помпа, там уже ничего нет. И он крутой. Особенно я его под тоналку любила мазать. Хорошо, рассказала. Блин, у меня тут столько всего, я уже и забыла. Это от Кадали, гель для душа. Просто гель для душа, не знаю. Разные какие-то фирмы пробовали. Для меня... Ну, вот Росмановский мне не нравится. А вот эти прикольные запахи от Кадали... Но он отмывает точно так же. Просто отличается запахами. Более такие какие-то парфюмированные, более интересные. Так, потом у меня закончилась Эспа. Вот эта маска моя зеленая. Все, я говорю, я просто все уничтожаю до последней капельки. Это была глиняная маска. У меня в адвент-календаре была попалась. Я ее уже использовала. Также я всегда использую даже пробники, ребят. Какие-нибудь дорогие. Всегда. Вот этот пробник. Блин, я так жалела, что он у меня закончился. Он, оказывается, такой жирный и пахнет то ли апельсином, то ли мандарином. Очень навязчивый запах, мне не очень понравился. Но он такой жирненький, такой классный. И от Lancome тоже неплохой. Это крем такой просто увлажняющий. Следующее. От Kiehl's. Тоже маска авокадо. Мне очень понравилось. У меня еще одна такая есть. Потом бразильский... Мист. Вот это вот бразильская. Это марка. Я вот такой вот набор покупала. Это было в наборе. Крем вообще классный. Мне очень нравится. Тоже его до последней капли. Аж блестит тебе. Аж блестит баночка. Ох, обожаю. На тело он так впитывается классно. Мне понравился. Это тоже пахнет самыми сладкими конфетами, ММДМсами какими-то. Ну, короче, вы поняли. Вкусно на лето, классный запах. Это крем для рук. Кстати, я его даже не допользовала. Мне кажется, я его так и выкинула. Он мне тоже в адвент-календаре попался. Не знаю. Вообще, типа он очень дорогой. Там типа 90, типа 100 фунтов или что-то такое. Вот эта вот баночка. Какая-то королевская семья любит вот эту фирму в Англии. Это я так слышала. Не уверена. Но мне вообще он просто ни о чем. Он не увлажняет, ничего не делает. Просто вот какой-то какашка я выкинула. Просто фигня. О, эти патчи, я их даже не допользовала, я их выкину. Я их выкидываю, потому что они ничего не делают. Я их купила в это... Как это? В Лидле. В Лидле. Давно уже. Они вообще ничего не делают, как выкину. Потом сыворотка тоже от Банди. Я вот так покупала набор. И сыворотка, витамин С. Ну, неплохая. Нормально. Может быть. Потом, это тоже от Kiehl's. Это увлажняющий крем. Мне кажется, мне понравилось. Но он закончился. У меня мини-версии, потому что это мы бесплатно. Там какая-то была акция в Kiehl's. Это мы были то ли в Кракове, то ли что. Нет, мы были в Варшаве.
Да, мы были в Варшаве, и там увидели, что это магазин, какая-то акция Kiehl's. И там типа за подписку давали кучу пробников. И я набрала. Вот. Доказательство того, что у меня куча этих пробников. Вот, у меня 2 баночки было от Kiehl's. И у меня еще одна вот такая от авокадо. Я только ее начала пользоваться. Мне очень нравится продукция от Kiehl's. Ну, вот знаете, что я скажу? Они очень дорогие крема. Вот такая вот баночка, чуть больше этой, она может стоить там по 200 злотых. Не знаю, я бы не стала покупать. Просто за крем 200 злотых. Потом в Сефоре такую сыворотку. Насколько я помню, она тоже была на скидке, она тоже закончилась. Мне нравится. Я вообще люблю всякие сыворотки. Иногда покупаю, иногда нет. Но сейчас я перешла на тоники. Тоник мне нравится. Это такой серум. Блин, вообще. Вот знаете, тут очень качественная упаковка вот здесь. Пипетка совершенно другая. Вот если от Банди, они, кстати, стоят примерно одинаково. Но вот, видите, какая тут пипетка? Качество вот не очень. А тут такое вообще солидное. Но вот тут made in Франция. Вот это из Франции сделали, значит. А вот это польская. Вот видите, Франция и Польша. Сразу видно, где побогаче люди. О, тушь. Я почти никогда не крашусь, но это у меня закончилась тушь. Или засохла. А это точно засохло. Я ему что 1 раз покрасилась. Короче, они мне не в обиходе. У меня, кстати, есть еще такая одна новенькая. Так, дальше. Мыло для бровей. Такая фирма покупала в Росмане, тоже помню, на скидке был. Так я, короче, не использую. Во-первых, она неудобна. Залазь туда кисточкой. В-третьих, она ничего не держит. И, короче, я ее послала в жопу. Послала в жопу эту банку и купила себе гель. О, это я... Блин, вот насколько у меня бзик, что мне нужно до последней капельки пользоваться всем, даже пробниками. Я просто люблю это. Кадали. Я, видите, обрезала и вычеркнула все, что мне нужно. Крем для глаз. Это потрясающе. У меня был набор. Вот это. Гель для душ, крем для глаз. И еще у меня масло. Масло еще стоит. Масло для тела. Кадали, конечно, супер. Мне очень понравилось. Вот особенно крем для глаз. Точнее, не глаз, а под глазами мажу. Он такой жирненький, такой напитанный, питательный, вообще суперский. Этот гель, как говорится, рубрика «Пошел он в жопу». Вообще ничего не держит, ничего не делает. У меня осталось, я его выкидываю. Мне не понравился. Дальше что у нас? Это карандаш от Випо. Я так его и выброшу. Не знаю, я просто им не пользуюсь, поэтому выбрасываю. А вот еще от Kiehl's у меня это сыворотка. Концентрат, сыворотка, наверное. Не помню, вроде сыворотка. У меня еще одна такая штучка есть. Я их в отпуск беру. Вручную кладь. Это вообще меня так бесит. Он стирается, этот лак, просто через минуту носки. Мне не понравилось. А, и вот у меня еще от Rituals тоже был крем для рук. Это, кстати, при покупке чего-то дают такие вот пробники. Вот это, кстати, ночная маска для рук. Она тоже ничего не делает, но пахнет вкусно. Хотя, может, что-то и делает. Ну, не знаю, по мне так переоценено. Не так себе, средний. О, все, последнее. И последнее Биодерм. Я не помню, это уже было так давно. Наверное, мне понравилось. Вот и все. Теперь это все выбрасываем. 13 минут. За 13 минут быстро рассказала. Собирала, наверное, годы. Пару лет, наверное. Не, ну сколько я этим пользовалась? Ну, год, наверное, точно я этим пользовалась. Собирала год, а рассказала все за 13 минут.